Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем очередную серию нашего мега-популярного сериала «Что происходит в его жизни прямо сейчас?» И использовать я буду колоду «Золотой Тарон». Пожалуйста, сконцентрируйте ваше внимание на вашем мужчине. Благодарю вас традиционно, мои драгоценные, за ваши донаты. Низкий поклон каждому, кто присылает мне подарки. Мне очень-очень приятно. Благодарю вас за ваши комментарии, за ваши лайки, за подписки, за любой способ поддержки моей работы. Очень нежно вас всех люблю. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Как всегда, смотрим сначала дно колоды. Что у нас здесь? Как фон расклада. Королева кубков. Женщина присутствует. Любимая женщина в его жизни присутствует. И она сейчас либо может иметь большое влияние на события, которые происходят в его жизни, или же он может ностальгически о ней вспоминать, если в расставании с этой женщиной. Но то, что в сердце у него есть, на сердце у него есть женщина, это точно. Королева кубков. Женщина любимая, женщина, можно сказать, даже нежно любимая, к которой он относится с особыми эмоциями. Давайте смотреть, какими энергиями окружен сам мужчина сейчас. В каких энергиях нам его покажет аркан влюбленные. Ух ты! Перемены в личной жизни его ожидают, по крайней мере. Какими энергиями он окружен? Я вам могу сказать, что здесь, конечно же, речь идет о личной жизни и о неком оживлении в личной жизни. Здесь и сексуальная связь может присутствовать весьма яркая, или же намечается что-то такое в ближайшее время может произойти. Здесь вообще перемены, в принципе, перемены в положительную сторону, не без проблем, конечно, здесь, но перемены довольно резкие и весьма и весьма положительную сторону, связанные с женщиной. Да, в общем, этого мужчину сейчас ждут перемены в любовной сфере, и я бы сказала, больше позитивного характера, чем негативного. Женщина непростая, та, с которой у него отношения такого плана, и чаще всего в первом ряду, естественно, выпадаете вы, так что это можете быть вы. Если вы давно с мужчиной не в контакте, конечно, это может быть тогда другая женщина. Но женщина сама по себе с непростым очень характером, женщина такая довольно ревнивая, со своей четкой такой позицией в жизни, женщина, которая может его в чем-то подозревать, чем-то быть недовольной. Однако же идет такая энергетика налаживания отношений с этой женщиной, переход на новый уровень в отношениях. И более того, если предстоит поездка, то она может состояться к этой женщине. Или с этой женщиной. Вот что-то связанное с ней. Что уходит из его жизни? И что, наоборот, вступает в свои права. У него может быть в ближайшее время или какая-то гуляночка, пьяночка, корпоративчик, может быть, с друзьями встретиться, или выпивка, закуска, что-то в этом плане. Как вечеринка. Вот это может произойти в ближайшее время. И он хочет расслабиться, хочет провести приятное время, ему предоставится такая возможность. А в прошлое уходят дела, заботы, связанные с его материальной сферой, с его домом. Если есть семья, то с семьей или что-то вот по работе. И причем некоторые такие вещи, которые ему удались. Что-то было удачно, что-то было или завершено удачно, либо материальная сделка, либо покупка, либо вот что-то в материальном плане у него удалось, и это было совсем недавно. А что происходит в его жизни прямо сейчас, хотя нам уже показали, давайте еще посмотрим. Здесь действительно идет как вспышка чувств, эмоции, любовь. Страсть, возможно, да, но здесь больше именно эмоций, как расцвет эмоций, да, весна у нас на дворе, и с мужчиной происходит нечто такое. Хочу вам напомнить, что этот расклад, он отыгрывается как в недалеком прошлом, так и прямо сейчас, и все то, о чем мы говорим с вами, может произойти в ближайшем будущем. Что мужчину сейчас волнует? Что этого человека волнует? Тайна, неясность, чего-то он недопонимает. С чем это связано, давайте посмотрим. Вот как раз с его чувствами и эмоциями. Та женщина, о которой мы сегодня с вами уже не раз поговорили в начале расклада, вот эта женщина для него является сейчас загадкой. Кстати, для многих из вас могут быть тайные здесь отношения. Или же мужчина как тайну держит свои чувства к этой женщине. И сама эта женщина для него является загадкой. Чего-то он недопонимает о ней.
хочет что-то узнать. Есть некие секреты, он считает, по крайней мере, что есть секреты, которые он очень хотел бы о ней узнать, но пока не удается. Пока не удается. А также его волнуют его же личные эмоции, которые он испытывает к этой женщине. Думает ли... Нет, давайте так. Что скрывает от вас? Что скрывает от вас? Что такое? Мужчина сейчас задумался о вопросах жизни и смерти вообще. Он подумал о том, что жизнь, как и любовь, в общем-то, не вечная, и что когда-то придется уходить из этого мира. Ему очень этого не хотелось бы делать. В общем, возникли некие такие вот мысли об этом, и даже, можно сказать, страхи о том, что все заканчивается в жизни, все имеет начало и конец. И любовь в том числе, но и жизнь сама. То есть он задумался о том, что человек рождается, затем проходит свой путь, затем ему приходится уходить из этого мира. Но, в общем, вот такие вещи. Он скрывает о том, что что начал задумываться о таких вопросах. Не знаю, по какой причине. Возможно, у мужчины есть действительно для этого определенные предпосылки и причины. Возможно, кто-то из ваших мужчин не очень хорошо себя чувствует, или, может быть, потерял кого-то из близких, или это было в его прошлом, и сейчас эти воспоминания нахлынули, и он начал думать о том, что все мы когда-то уйдем из этого мира. Ну, в общем, вот так, вот такие вещи. Что этот мужчина хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит. У него есть некие планы. Да, слушайте, ну этот мужчина хочет сказать вам, что любит вас, он хочет прям признание в любви вам сделать. И неважно, вы с ним сейчас общаетесь или расстались. Ему хочется сказать вам, что он вас любит. Даже если вас разделяют океаны, даже если вас разделяют тысячи километров, десятки тысяч километров, или же большое ментальное расстояние, или же вы расстались с этим мужчиной, этот мужчина хочет вам сказать, что он вас любит. Вот так. Да, сегодня вышло так. Редко так бывает, но метко. Думает ли о вас? Давайте тогда так. Думает ли вообще о вас этот человек? Да, думает. Какие это мысли? Как-то вот, знаете, здесь мужчина довольно закрытый сам по себе по энергетике. И здесь, если вы с ним расстались, с этим человеком, или мало общаетесь, и вы видите, что мужчина не идет на контакт, то знаете, что он ожидает вашего первого шага. Здесь такой человек, который легко очень закрывается, захлопывается, и он первым шаг ему сделать очень сложно. По причине своей же гордости, своей нравного характера. И здесь мужчина, когда он в таком вот закрытом состоянии, он ждет на самом деле первого шага от вас. Здесь такой человек, которому на поклон нужно прийти для того, чтобы он оттаял хоть немножко. Вот он, представьте себе, об этом думает, о своем таком характере, о своей тактике поведения. Он осознает, что он так себя ведет на самом деле. Вот у него почему-то мысли сейчас больше об этом. А эмоции? Эмоции испытывает здесь мужчина к вам? Ой, выскочили две. Да, конечно. Ну, сегодня я не знаю, что там с ним происходит, с вашим мужчиной. Что такое случилось? Какая вожжа ему под хвост его кошачий мартовского кота попала. Но сегодня все карты о том, что у мужчины всплеск эмоций к вам, девочки. Если это не сейчас происходит, то это может произойти в ближайшее время. Эмоции самые позитивные, самые светлые, самые замечательные, любовные эмоции, очень нежные эмоции. Здесь мужчина испытывает к вам нежность сердца, испытывает чувства и соответствующего типа эмоций, равняющиеся тем вещам, о которых я сейчас сказала. Вспоминает ваше прошлое, вспоминает, как вы были счастливы, какие счастливые моменты у вас были в прошлом в отношениях. Очень хорошие эмоции испытывает мужчина сейчас к вам. Что его, вернее, как у него обстановка в его доме, если вы живете в разных домах или же в одном доме, но все-таки вы порознь. Мужчина думает о работе, мужчина думает о материальном, возможно, берет работу на дом, мог чему-то начать обучаться, стартовал, возможно, некий сейчас вот период в его жизни
нового чего-то, обучения. Возможно, он стартовал в каком-то новом обучении, чему-то учится здесь этот человек. Может быть, литературу какую-то смотрит, читает в инете что-то по профессиональной его деятельности. Так что здесь вот так, мужчина сейчас увлечен этими вещами. Говорит ли с кем-то о вас? Если да, то что может говорить? Причем знаете, как он может говорить? Он может говорить с кем-то, общаясь в инете, допустим, или же в мессенджерах, с кем-то в переписке может говорить о вас. Но слова замечательные, слова великолепные, что вы муза его, вы его звезда, вы его любовь, вы его драгоценность. Я, конечно, говорю такие слова прямо вау-вау помпезно, возможно, они не настолько, не в таком формате, да, но смысл такой. То есть слова здесь замечательные о вас. Как мужчина эмоции к вам испытывает, вау. Не знаю, что там такое произошло с ним, но что-то, какая-то трансформация сейчас с этим мужчиной происходит. Говорит, их слова очень хорошие. Следит ли за вами, интересует ли его ваша жизнь? Сейчас не могу сказать, что следит, скорее нет, чем да. Возможно, интересует ваша жизнь, но слежки здесь я не вижу, чтобы он прям собирал информацию о вас. Сейчас нет. В эти дни утром, когда проснулся, была ли первая мысль о вас? Давайте-ка посмотрим. Конечно, была. Еще бы. Сегодня я спрошу только так. Вот только утром, когда проснулся человек, думал о вас? Да. Но я вам могу сказать, что и вечером думал, и более того, когда засыпал, он о вас думал, и в течение ночи вы могли ему сниться. Вы могли сниться этому мужчине. Думал, конечно. Вы императрица его сердца. Он думает о вас как о лучшей женщине на планете Земля. Вот такие мысли. Что же это у нас с ним произошло? С нашим пациентом? Что-то какие-то перемены такие намечаются или, возможно, уже происходят. Ого-го, какие. Теперь давайте переходить к вопросам для тех, кто находится в расставании. Если вы в расставании сейчас с этим мужчиной, он хотел бы вас вернуть? Он хотел бы вас вернуть, но он не уверен в том, что все будет спокойно, все будет хорошо, и что примирение пройдет спокойно. Он думает, что вы можете ему закатить скандал, возможно, или же, что-то, какие-то такие конфликтные энергии. Возможно, вы злитесь на него, может быть, ревнуете, может быть, недовольны чем-то. На самом деле хочет, но как-то вот и хочется, и колется. И мама не велит, или еще кто-то не велит. Хотел бы, да, но энергия сложная довольно. Ждет ли от вас первого шага? Он хотел бы, чтобы вы сделали первый шаг. Он считает, что это что-то бы прояснило между вами. Поэтому больше да, чем нет. Но он считает, что если вы сделаете первый шаг, то вам действительно что-то нужно конкретно, очень серьезно прояснить в отношениях. А можно ли от него ждать действий в ближайшее время? Пока не вижу. Активных действий нет. Он что-то здесь переживает. Может чувство вины испытывать перед вами. Может себя в чем-то винить. Может думать о том, что вы находитесь сейчас не в самых позитивных энергиях. Поэтому скорее здесь мужчина опасается делать первые шаги. Пока. А если уже явился вчера, сегодня, завтра или явится в ближайшее время? Для чего? Искренней энергии? Или может быть обман, подвох какой-то? Нет, это энергия искренняя. Здесь мужчина соскучился, здесь мужчина пылает страстью, здесь мужчина хочет восстановить отношения, хочет быть с вами. Это искренняя энергия. Очень даже искренняя. Как этот мужчина считает, вы к нему относитесь сейчас? Что вы чувствуете к нему? Вообще ваши отношения? Он считает, что вы думаете о нем как о своей судьбе. Что вы очень серьезно к нему относитесь. Но, с другой стороны, ваше отношение к нему очень неустойчиво. То есть сегодня можете любить, завтра ненавидеть. Что-то вот в этом плане. Он считает, что вы очень-очень вас бросает из крайности в крайность, что касается эмоций относительно его. Но отношение, конечно, у вас очень к нему серьезное. Если предстоит некая дата, с которой вам необходимо его поздравить, а вы с ним в расставании, стоит ли сейчас это делать? Вообще, да. И знаете, как по этому аркану? Неважно, какой будет результат. Ответит, не ответит, какой это будет ответ. Это совершенно не важно. Это будет ваш урок, это будет его урок. То, что то есть вы покажете себя с точки зрения порядочного, воспитанного,
нормального, психически адекватного человека, если его поздравите. А как он отреагирует, это уже покажет сама ситуация, естественно, для всех будет по-разному. Если никак не отреагирует или отреагирует резко, ну что ж, значит, уроки им не пройдены, ему еще учиться и учиться надо будет дальше. Постигать, так сказать, науку кармическую, кармических уроков, кармических отработок. А вы, получается, если сделаете этот шаг, вы сделаете правильно. Я ни в коем случае вас не сподвигаю на этот шаг. Решение принимаете вы, решаете вы сами. Вы рулевой своей судьбы. Но вам говорят, что было бы правильно с вашей стороны поздравить его. Конечно, с чувством собственного достоинства, сдержанно, но это вот правильно было бы. И чисто с человеческой точки зрения. А как уже отреагирует он? Ну, это будет видно. А вы, если это сделаете, вы сделаете правильно. И можно тоже сказать, что это будет символизировать то, что вы сделали правильные выводы из своего кармического опыта с этим мужчиной. Да, сегодня, девочки, выходит так. Если некая предстоит дата, с которой он должен вас поздравить с вашей точки зрения, и вы ожидаете, что он поздравит, он собирается вас поздравить? Нет. Если вы в расставании с ним, то нет. Морозится, я бы так сказала. Здесь нельзя вообще сказать категорически нет. Возможно, если убрать всю лишнюю шелуху, его страхи, его трусость, то, может быть, окажется, что на самом деле да. Но слишком много этой шелухи, слишком много его страхов, его сомнений. Вот, именно поэтому нет. Здесь заблудился мужчина, заблудился. Скорее нет. А есть ли вероятность того, что все-таки поздравит? Ну, поздравить он вас может. Для очень многих из вас отыграется так, что может поздравить. Поздравят те мужчины, которые смогут выбраться из тумана своей какой-то замороченности. Это, наверное, правильное самое слово будет, потому что какой-то такой замороченный мужчина своими же страхами. Трусливость здесь еще идет некая. Вот тот, кто сможет с этим справиться, тот вас поздравит. Для многих из вас может быть так, что мужчина вас поздравит, особенно если у вас день рождения. Вот знаете, если он вас поздравит, значит, он смог преодолеть свои страхи. Это серьезная работа над собой на самом деле, девочки. Так, хорошо. Если вы сейчас решите уйти из этих отношений, его реакция, как он отреагирует? Ну, он терять-то вас не хочет, этот мужчина. Так много вы ему в жизни давали, разнообразных ресурсов. У кого-то это любовь, у кого-то яркие сексуальные отношения, у кого-то материальная серьезная поддержка, еще что-то. Поэтому терять он вас однозначно не хочет, поэтому он может здесь предпринять любые хитрости, любые какие-то уловочки для того, чтобы вы не ушли. Ваша правильная тактика поведения с этим мужчиной сейчас – не давать собой манипулировать. Это первое. Отстаивать свою точку зрения, не поддаваться на его как провокации, так и, возможно, сладкие слова. То есть, если он что-то вам предлагает, что-то к чему-то вас подталкивает, чего вы не хотите, вот вы не хотите этого, да, а вы чувствуете, что в этих отношениях вы наступаете на горло своим желанием, своей песни, своим вообще моральным принципам. Вот этого делать не нужно. То есть не надо идти на уступки этому человеку, если вы чувствуете, что вам данное действие претит. Вот это будет правильная тактика вашего поведения с ним. И теперь будет вопрос для тех, у кого есть соперница. Только для тех, у кого есть соперница. Если таковой нет, дорогие мои, пожалуйста, выключайте расклад. Это заключительный вопрос расклада. Кстати, если что-то не успела спросить, не обессудьте, пожалуйста. Значит, забыла. Не успела, а забыла. И обязательно спрошу в следующий раз. Что у него с соперницей? Ну, это как всегда у нас. Как всегда у нас мужчина в окружении женщин. Здесь мужчину показывают супер эгоистичного, который нам показали больше, как они живут с этой женщиной. Очень
Как бы вам это правильнее это сформулировать? Очень сложно женщине в этих отношениях. С мужчиной как с гуся вода, ему вообще по барабану все. Он живет в свое удовольствие. В его жизни есть минимум две женщины, плюс еще некое общение может быть, или в интернете знакомиться, или может быть с кем-то еще где-то как-то знакомиться. То есть у него недостатков в общении с женской аудиторией нет. Женщина, которая с ним в связи, ваша соперница, она знает об этом, ее совершенно это не устраивает. Кстати, очень-очень часто выходит в раскладах именно такая информация. Но здесь, знаете как, у нее даже возникает желание эти отношения закончить, потому что она прекрасно понимает, что у этого мужчины, кроме нее, еще есть цветник из женщин. Минимум одна, я бы сказала, возможно, даже и больше. У него здесь много кубков разных. И иногда у нее возникает желание прекратить эту связь, с другой стороны, она не видит пока возможности. По разным причинам, может быть. Они могут быть связаны чем-то с этим человеком, более серьезным, чем просто там сексуальная связь или эмоциональная привязанность. Вот. Поэтому она вроде как и хотела бы закончить эти отношения, и она не может этого сделать. По определенным причинам. А мужчина продолжает жить в свое удовольствие, с кем-то общаться, с кем-то переписываться, с кем-то заниматься любовью. Кроме нее имеется в виду. Мы же смотрим на соперницу сейчас. Конечно, это не может ее не радовать, но и выйти из этих отношений она не может. Почему? Ну, это надо смотреть, конечно, на отдельном раскладе, который я периодически вам делаю о нем соперница. Посмотрим обязательно в ближайшее время. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Как всегда, буду вам очень благодарна за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы, нажимайте на YouTube на кнопочку колокольчика обязательно, если хотите получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, люблю, желаю всем счастья, любви, добра, света, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные, до следующего расклада.